Добро пожаловать на первый урок. Сегодня я вам вкратце расскажу, какие материалы нам необходимы для работы с гипсом, а подробнее уже будет в отдельных уроках. Основной материал, который мы будем работать, это скульптор. Это готовая смесь. В составе уже имеется белый цемент, гипс с прочностью 35 МПа и модифицирующие добавки. Пластификатор ничего добавлять не надо, он уже готовый. И второе, что нам необходимо обязательно, это вода комнатной температуры, либо чуть теплее. И еще важный материал, если вы работаете со скульптором, скульптор имеет иногда грязь в растворе. Чтобы убрать это, мы добавляем ферри. Он хорошо убирает грязь. И нужна чаша для изготовления раствора. Она может быть металлическая, пластиковая, без разницы. И вот такой венчик для размешивания гипса. И обязательно нужны весы, чтобы взвешивать, сколько грамм гипса, воды и пигмента нам необходимо. И, конечно же, нам необходимо силиконовые формы, какие вам нравятся. Можете любые подобрать, которые подходят для изготовления гипсовых изделий. И нужны перчатки. Обязательно работаем в перчатках, потому что гипс очень сушит кожу. И теперь давайте разберем, какие кисточки нам необходимы для работы. У меня это 100 фантазий, номер 22. У вас может быть абсолютно другая фирма, не обязательно, чтобы как у меня был, но чтобы кисточка была синтетическая, мягкая, ровные края и плоская должна быть. И нам нужна будет вот такая губка, позже покажу, как мы ее будем использовать. И на все материалы я оставлю ссылку. И вот такая кисточка, это у меня для потали, тоже позже покажу все подробно. И вот такая кисточка, это для грунтовки изделия, у вас может быть другой. Нужна вот такая щетка, обычная зубная щетка, это для техники брызги. Теперь давайте разберем материалы, которые нам необходимо для окрашивания гипса. Гипс можно окрашивать по-разному, это все подробно будет в следующих уроках. Диоксид титана – это белый пигмент, мы ее добавляем для белого цвета. И нам нужны будут вот такие сухие пигменты. Они бывают специально для гипса и бетона. Мы их тоже позже разберем. И гипс можно окрашивать еще с помощью колеров. Тоже подробнее позже разберем. У меня вот такая фирма Ореол. В принципе, она меня полностью устраивает. И еще гипсовые изделия можно окрашивать после того, как мы их залили с помощью вот таких акриловых красок. У меня вот такая фирма Peo-Beo. В принципе, она тоже меня полностью устраивает. Перед использованием всегда читаем инструкцию. Если у вас другие акриловые краски, обязательно, пожалуйста, читайте инструкции. Как вы заметили, в основном у меня эта фирма Peo-Beo. Цена и качество соответствуют. Цвета, конечно, вы можете по желанию любые подобрать, там очень много выбора. И для различных техник нам необходимы дополнительные материалы. Например, вот такие крошки золотые. Мы их используем в технике разрушения. Тоже позже все подробно покажу. И на все материалы я оставлю ссылку. Для техники потали нам необходима, соответственно, вот такая поталь. У меня декола, тоже полностью устраивает, хороший поталь. И нам необходимо для этой техники клей для потали. Все подробно в уроках будет. Еще нам нужна, если мы будем делать технику текстурную, вот такая финиш-паста, тоже в уроках все подробно покажу. Давайте теперь разберем материалы для обработки изделий. В отдельных уроках все это подробно рассказывается, а сейчас я по-быстрому вам покажу. Нам нужен вот такой грунт. Он разбавляется с водой, тоже позже все подробно покажу. Первый этап обработки – это шлифовка, и, соответственно, нам необходимо вот такие губки для шлифования. Два размера. Первый крупный – это 100, и второй мелкий – это 220. Тоже позже покажу, как с ними работать.
Для обработки изделия нам необходим вот такой лак. У вас может тоже быть другой. У меня такой. Он меня опять же полностью устраивает. Это Neomid Stone. У меня здесь эффект мокрого камня. Лак очень хороший, не липнет совсем. И для обработки ванных наборов, для мыльниц, которые часто контактируют с водой, вы можете использовать лак от Cadence двухкомпонентный. Он состоит из двух компонентов. Это компонент А и компонент Б. Позже тоже покажу, как с ним работать. Этот лак подходит, если вы работаете дома. Он не имеет запаха и безвредный. А тем мастерам, которые есть отдельные помещения, есть мастерское, можете использовать вот такой автомобильный лак. Он идеально подходит для ванных наборов, и он дает нереально красивый блеск, глянцевый эффект. Я использую такой лак. У меня есть отдельное помещение, поэтому я буду использовать вот этот лак. Для работы дома он совсем не подходит. Лак очень вредный и с едким запахом. Есть еще вот такой автомобильный лак. Он точно такой же, как предыдущий. Разницы нету. Разбавляется тоже так же. Все подробно уже я расскажу в уроках. Если не найдете тот лак, можете спокойно использовать вот этот. И я использую вот такой растворитель для мытья кисточек. И я работаю с краскопультом. Я промываю после лака краскопульт с растворителем. И для обработки внутри дозатора я использую жидкий пластик. Он имеет желтый оттенок, поэтому я использую его только внутри дозатора. Конечно же, можно использовать для ваз, для живых цветов, чтобы можно было положить. Но имейте в виду, что он оставляет желтый цвет. Слышала, что сейчас вышли прозрачные, но пока я не пробовала. На все эти материалы я оставлю ссылку в списке поставщиков. Если я на видео забыла что-то показать, в отдельных уроках все это подробно рассказывается. Всем желаю удачи!